Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить потрясающе вкусный и не менее красивый пирог, который называется венгерская ватрушка. Сначала берем 200 граммов муки, добавляем 40 граммов сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 10 граммов ванильного сахара и щепотка соли. Перемешиваем сухие ингредиенты. Добавляем 80 граммов мягкого сливочного масла. Перетираем все в крошку. Вот так вот, всего несколько минут и тесто у нас готово. Теперь приступим к начинке. Также вы можете сделать тесто при помощи блендера, будет еще проще и еще быстрее. Для начинки берем 400 граммов творога и добавляем 2 яйца. Я беру творог жирностью 5 или 9%. Добавляем 10 граммов ванильного сахара и 50 граммов обычного сахара. Все это перемешиваем блендером до однородности. Если у вас нет блендера, то можно перетереть творог через сито, чтобы он стал мягким, пастообразным. И тогда уже при помощи миксера или обычной вилки смешать все с яйцами и сахаром. Вот такая получилась творожная масса. Берем форму, диаметр формы у меня 20 сантиметров, дно я уже выстелила пергаментом, и теперь, чтобы пергамент лучше приставал к стенкам, я смажу их растительным маслом. На дно я выкладываю 1/3 сухого теста, это 110 граммов. Сверху выкладываем половину творожной начинки. Аккуратно разравниваем. Сверху снова высыпаем 1/3 сухого теста. И также выкладываем вторую часть творожной начинки. Аккуратно разравниваем творожную начинку. Сверху высыпаем третью часть теста. Получается у нас 3 коржа из сухого теста и 2 слоя начинки творожной. Теперь ставим в духовку, которая уже у нас прогрета до температуры 180 градусов, минут на 40-45, а может и 50. Ориентируемся всегда на особенности своей духовки. Пирог должен сверху хорошо зарумяниться. Через 40 минут я достала из духовки, такая красота получилась. Сделаем теперь заливку. Здесь у меня 150 граммов сметаны жирностью 20%. Добавляем 100 граммов сгущенного молока. Заливаю ватрушку глазурью. Теперь я покажу очень простой способ, как можно растопить немного шоколада. 20 граммов шоколада.
Опускаем в очень горячую воду приблизительно на 1 минуту. Руками вы можете попробовать и понять, что здесь уже нет нерастопленных кусочков шоколада. Вот такой вот легкий и простой способ. Отрезаем краешек. При помощи зубочистки делаем узор. Оставляем ватрушку где-то на часик, чтобы у нас крем сверху немного схватился. Будем доставать. Переставляем на тарелочку. Отрезаем кусочек. Давайте пробовать. Вкуснятина неописуемая. Вот этот верхний слой из сметаны и сгущенного молока — это просто нечто. Из обычной королевской ватрушки получается торт. Очень вкусно. Делается просто, без всяких проблем, вы видите, а получается в разрезе как торт. Но при этом он очень полезный, потому что в нем много творога. И совсем не заморочливый, потому что не нужно совсем возиться. Сухое тесто, распределили творог, заливочку сделали и красота. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.